Друзья, приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости Кипра. Сегодня мы с вами будем подводить итоги прошедшего 2025 года и будем говорить о рынке жилой недвижимости острова Кипр. Точнее, будем говорить о целой провинции Ларнака. Ларнака или Ларнака. Нет, Ларнака, да? Ударение никак не научусь правильно ставить. Ну, в общем, кто понимает, напишет. Итак, мы будем говорить о провинции Ларнака, куда входят достаточно много, там порядка, наверное, 5 крупных таких, по меркам, в общем, даже Кипра, городов, муниципалитетов. Поговорим о том, что происходило на рынке жилой недвижимости в разрезе классификации. Вначале будет у нас период сравнения всего лишь 1 месяц, то есть будем говорить о краткосрочных процессах на рынке жилой недвижимости. В конце видео подведем итоги с цифрами, и я покажу вам тенденции уже длиною в 1 год или 12 месяцев. Мы посмотрим, что в целом произошло по городам, муниципалитетам, которые входят в провинцию Ларнака, что произошло с недвижимостью. За моей спиной, как и обещал, это место, сад, двор, дом, в котором я живу. В общем, достаточно такое комфортное для жизни место. Особенно, конечно, радует сад. Все цветет, ну, как в Киеве, примерно весной, так и здесь сейчас, плюс 18, все цветет. Вы там видите кактусовые какие-то растения. У нас они называются, по-моему, алоэ или столетник цветет. Ну, в общем, хорошая погода. И самое главное, как оно, хорошее настроение. Хорошее настроение. Когда солнце, человеку всегда хорошо. Итак, переходим к рынку недвижимости. Смотрим, что произошло благодаря статистическим данным, которые мне любезно предоставляет компания Olymp Consulting. Итак, друзья, перед вами остров Кипр, который разделен на 2 части, южную и северную часть. Северная часть живут турки-киприоты, в южной части живут греки-киприоты. Всего 6 провинций, прочитать вы их можете. А сегодня мы говорим о провинции, целой провинции Ларнака. Это южная часть Кипра. Вы видите, она отрисована вот таким, пятнышко, вот эти провинции, все отрисованы на карте, можете посмотреть. Давайте попробуем разобраться, что же, какие города входят в провинцию Ларнака. Google Map рисует нам вот такую карту, границы провинции Ларнака. Ну и так, раз, два, три, четыре, 5 крупных городов, муниципалитетов, которые, кстати, образуют еще некие агломерации. Кроме самого города муниципалитета, в его подчинении могут находиться даже небольшие населенные пункты, деревни. Итак, провинция Ларнака, входит город-муниципалитет Ларнака, город-муниципалитета Радипу, город-муниципалитет Ливадия Ларнака, город-муниципалитет Драмлаксия-Мену и общины провинции Ларнака. Ну, так примерно это все выглядит на карте Google Map. Уже переходим к рынку недвижимости и будем говорить о колебательных процессах длиною в 1 месяц, сравнивать ноябрь с декабрем. Также обратите внимание, давайте я вам покажу, как данной картой пользоваться. На карте мы видим, что это город-муниципалитет Ларнака. И пройдемся по недвижимости новой и старой. Новая недвижимость — это класс А и Б, старая — это С, Д, Е, Ф. Чем отличается класс А, Б, новое жилье от старого жилья? По, так сказать, версии компании-застройщик, это более современные сооружения, здания-сооружения из современных энергосберегающих материалов, где, как гласит молва, зимой не холодно, а летом не жарко. Напомню вам, что на Кипре нет, в общем-то, отопления. Ну вот сейчас январь месяц, сегодня какой там у нас, сбился со счета 16, наверное. Ну, я совершенно как бы не чувствую, что зима, хотя проживаю в
недвижимости, которая относится к классу C, D, E, F, то есть к старому жилью. Итак, давайте новое жилье разберемся. 2977 евро стоимость квадратного метра и незначительный рост за один месяц плюс 0,34%. Также обратите внимание на экселевские вот эти данные, которые внизу табличка. Здесь вы можете посмотреть по локациям, которые входят в муниципалитет, город Ларнака. Это так называемые ценовые зоны или же локации, в которых, в общем-то, ну, традиционно проживают, и название тут, в общем-то, есть и на греческом языке, и на английском языке, где проживают греки-киприоты. Итак, мы видим, что внизу подытоживающие данные, они повторяются с картой. Это 2977 евро стоимость квадратного метра нового жилья и рост за месяц плюс 0,34%. Давайте посмотрим, что произошло за год в городе-муниципалитете Ларнака, новое жилье. Также видим, что вот график рисунок такой, длиной 12 месяцев, с период сравнения декабрь 2024 год, видим 2892 евро стоимость квадратного метра. И 2025 год, декабрь месяц, 2977 евро за квадратный метр. Что, в общем-то, показало нам в годовом измерении рост на 2,94%. Ну, можно смело округлять до 3%. В общем-то, рынок недвижимости ведет себя вполне корректно. Мы разбирали на этой неделе недвижимость Никосии, недвижимость Фомагусты и вот эта третья провинция, провинция Ларнака. Также, кто не смотрел первые два видео, в Никосии рост в целом где-то порядка 4% в годовом измерении. В Фомагусте тоже там около 3%. Ну и также 3% видим в Ларнаке по новому жилью. Переходим к следующему слайду. Здесь у нас уже будет старое жилье в городе-муниципалитете Ларнака. Стоимость, на карту смотрим, 2358 евро за квадратный метр. Ну, отличается, чувствуете, во сколько раз? Рост также за месяц плюс 0,43%. Обратите внимание, внизу табличка экселевская. Здесь вы можете посмотреть по локациям, как тоже достаточно сильно отличается стоимость квадратного метра. Ну и в данном случае это в абсолютных цифрах стоимость квадратного метра. Сравниваем декабрь с ноябрем. А здесь в процентном соотношении рост стоимости. Переходим к следующему слайду. Здесь уже будем говорить, что произошло со старым жильем в городе-муниципалитете Ларнака. Период исследования 12 месяцев, декабрь 2024 год, видим 2274 евро. Стоимость квадратного метра, естественно. И уже в декабре 2025 года это 2358 евро за квадратный метр, что показало нам динамику роста больше, чем новое жилье. Видим, внизу показываю красная черта. За год подорожало старое жилье на 3,69%. То есть динамика роста присутствует, и это, в общем-то, адекватное поведение рынка. Почему адекватное? Мы разберемся с вами в конце уже видео. Переходим к следующему городу-муниципалитету, город Радипу. Смотрим на карту. Стоимость отличается сильно от самой города Ларнаки. 1874 евро, видим, новое жилье. Рост за один месяц плюс 0,54%. Видим повторяющиеся данные, в экселевские данные, в таблице внизу, да, видим, что рост также 0,54%. Ну, это дублирующие данные. За месяц рост 0,54%. Переходим к следующему слайду, и здесь посмотрим, что произошло с данным жильем, новое жилье в течение года муниципалитета Радипу. Итак, декабрь 2024 год, 1800 евро за квадратный метр. И декабрь 2025 год, 1874 евро за квадратный метр, что показало рост
В годовом измерении смотрим на табличку внизу, экселевскую, 4,09%. То есть тоже на 4% по всем, в общем-то, двум, по крайней мере, городам, которые мы сейчас с вами обсуждаем, видим рост. Обратите внимание на стоимость квадратного метра. Ну, это вполне адекватная цена даже для города Киева. Хотя сравнивать как бы Ларнаку и город Киев и по населению, и как бы по всем остальным параметрам это нельзя просто сравнивать. Но в качестве примера, там, кто смотрит мои видео, это вполне киевские цены, то есть, причем цены не в центральной части города Киева. Поэтому слухи о том, что Кипр является островом, где живут одни только миллионеры, он, друзья, сильно преувеличенный. И приехав сюда, так сказать, и живя уже 3 месяца, я вполне вам, так сказать, ответственно об этом заявляю. Бюджетная недвижимость здесь тоже продается. Переходим к следующему слайду. Здесь у нас старое жилье муниципалитета Радипу. Ну, та же самая история, друзья. Единственное, что стоимость квадратного метра вернее, 1615 евро за квадратный метр, еще дешевле. Рост плюс 0,31% за месяц. Эти же данные дублируются внизу в экселевской табличке. Единственное, что здесь вы можете посмотреть более подробно, да, по локациям, которые входят в муниципалитет Радипу. Ну и что же произошло за 12 месяцев с данной недвижимостью в муниципалитете Радипу? Видим период сравнения декабрь 2024 год, 1561 евро за квадратный метр. В декабре 2025 это уже 1615 евро за квадратный метр. И внизу подытоживающие данные, рост за год 3,48%. Ну, та же самая история. И старое, и новое жилье растут чуть больше 2%. Где-то 3%, где-то 4%, как мы видели. Переходим к следующему, друзья, слайду. Здесь у нас город, муниципалитет. Ну, на карте, видите, отрисовывается, это границы города-муниципалитета отрисовывает нам карта Google Maps. Ливадия Лардакас. Новое жилье 2543 евро за квадратный метр и рост плюс 0,20% за месяц. Эти данные также в экселевской табличке. Следующий слайд посвящен тому, что произошло в городе-муниципалитете Ливадия-Ларнакас на протяжении 1 года. Период сравнения декабрь 2024 год 2511 евро. И декабрь 2025 года 2543 евро. Что показало в годовом измерении, друзья? Ну, меньше всего, видите, подешевело, вернее, в данном случае подорожало в городе-муниципалитете Ливадия-Ларнака всего лишь на 1,27% за год. Смотрим следующий, друзья, слайд. Это муниципалитет Ливадия-Ларнакас, уже старое жилье. Видим, что отличается стоимость квадратного метра. Также, если новая 2543 евро на карте показывает, то старая 2142 евро за квадратный метр. Динамика также роста незначительно, плюс 0,23%. Внизу обращайте внимание также на табличку. Что произошло со старым жильем в течение года в Ливадии Ларнакас? Также видим динамику роста. Декабрь 2024 год это 2110 евро. И уже декабрь 2025 год 2142 евро, что показало рост на 1,66% в годовом измерении. Тоже, в общем-то, чуть меньше, да? Чуть меньше, чем новое жилье подорожало. Дальше, друзья. Вот здесь интересная история. Муниципалитет Драмалаксия-Мену. Здесь мы увидели, что в течение месяца, ну, давайте апартаменты класса А и Б 2285 евро и снижение 0,21% за месяц.
То есть, ну, так себе история, да, везде, в общем-то, видим рост, а в данном городе, муниципалитете снижение. Но это всего лишь период исследования 1 месяц. Посмотрим, что произошло с новым жильем на протяжении года. Видим, что декабрь 2024 год 2300 евро за квадратный метр. Вот так очень колебательные процессы, смотрите, то снижение шло, то рост, то опять снижение. В общем, по итогу на декабрь 2025 год 2285 евро за квадратный метр и снижение в годовом измерении минус 0,22%. То есть, друзья, это единственный город-муниципалитет, который показал нам относительную динамику. Понятно, что здесь 0,22, скажут сейчас, да, это на уровне статистической погрешности, друзья. Но не хочу как бы на эту тему заострять внимание. Посмотрите, какими цифрами оперирует статистика официальная, где индексы, и, ну, может быть, станет понятно. Итак, следующий, друзья, слайд. Это уже у нас на карте, если вы помните, помимо 5 вот этих крупных областных городов-центров, есть еще общины, которые входят ну, в провинцию Ларнака, то есть агломерации из общин. Это города незначительные населенные, ну не города, населенные пункты, скорее всего. Вот они все здесь перечислены. И видим, что это у нас новое жилье. За месяц снижение на 0,10%, то есть динамика тоже отрицательная. А внизу уже график рисунок длиною в 1 год. Ну, здесь тоже, друзья, видим, что вот внизу, если вы видите, во-первых, стоимость квадратного метра такая достаточно, это новое жилье, 1855 евро за квадратный метр, и снижение минус 1,55% за год. То есть видим, что Драмалаксия Мену и эти самые, как они называются, общины или агломерации из общин в целой провинции Ларнака показывают снижение стоимости квадратного метра. Ну, давайте посмотрим, что со старым жильем произошло. Старое жилье также, друзья, показывает нам снижение за месяц минус 0,12%, ну а за год снижение минус 0,96%, то есть тоже снижение практически 1%. Переходим к следующему слайду. Здесь мы подытоживаем уже все наши, так сказать, данные, которые проговорили с вами очень подробно. Период исследования декабрь с ноябрем сравниваем. Новое жилье видим по городам это Ларнака, Радипу, Ливадия, Ларнака, Драмалаксия, Мену и общины, которые входят, так сказать, или агломерации, которые входят населенных пунктов в общины провинции Ларнакас. Видим вот подытоживающие данные. В целом новое жилье по целой провинции 2307 евро за квадратный метр. В годовом измерении рост, не в годовом, а за месяц, плюс 0,17%. Индекс положительная единичка, запятая 0,02. Старое жилье, друзья, значительно отличается, почти на 400 евро стоимость квадратного метра. Видим 1930 евро стоимость квадратного метра. И рост плюс 0,23% за месяц. Индекс положительный, единичка, запятая 0,02. Ну и давайте последний слайд. Это слайд, что произошло в целом по провинции Ларнака. Все муниципалитеты, которые мы проговорили, период исследования 12 месяцев, то есть тенденции, которые мы зафиксировали. Итак, мы видим, что новое жилье 2307 евро за квадратный метр, это декабрь 2025 года, это среднее арифметическое число, как оно считается, вы знаете, то есть суммируются все вот эти, сколько, 5 городов-муниципалитетов и делится на 5. В декабре 2024 года это было 2277 евро. Итого в год рост плюс 1,29%. Незначительно, но все-таки, друзья, это рост. Больше всего выросла недвижимость в городе-муниципалитете, видите, Радипу,
Дальше мы видим рост в Ларнака 3%. Ну и тут Ливадия Ларнакас незначительный рост 1,27% и отрицательная динамика, то есть снижение, видим в Драмалаксия Мену и в общинах, которые входят, ну, или агломерации, которые объединяются в данные общины в провинции Ларнака. Итак, старое жилье. Что со старым жильем? Старое жилье 1930 евро за квадратный метр в декабре 2025 года. В декабре 2024 года это было 1891 евро за квадратный метр, что показало рост 2,08%. Индекс положительный, единичка, запятая 0,21. Друзья, ну вот давайте я вам говорю, что такое нормально ведет себя рынок недвижимости, да, адекватно ситуации. Вот вверху я показываю вам основные макроэкономические показатели, которые характеризуют развитие экономики. То есть это рост ВВП, это инфляция, обратите внимание, инфляция 2%. Да? 2025 год, ну, в феврале будет Евростат опубликует, я думаю, что будет 2,5, а то и 3% инфляция, почему-то уверен. Ну, что такое инфляция, вы знаете, друзья, да, это когда обесценивается товары и услуги, то есть очень кратко, есть такая, так сказать, закон, он называется закон стоимости и гласит о следующем. Экономика работает сбалансированно, когда количество выпущенных денег, это может быть и фиатные деньги, и агрегат М1, М0, М2, то есть это все деньги, которые выпущены, они соответствуют выпущенным товарам и услугам. Тогда, в общем-то, инфляционных процессов как таковых не наблюдается. Как только печатается больше денег, в том числе и фиатных денег, за эти обесцененные деньги можно все меньше купить товаров и услуг. А недвижимость является товаром, напомню вам. То есть включаются инфляционные процессы. Так вот, инфляция здесь 2, но это 2025 год, в феврале, я думаю, что они пересмотрят, по факту пересчитают, это будет пускай 2,5. Вот, как видите, в 2024 году 2,6, по-моему, да, инфляция. То есть такая же будет и в 2025 прошедшем году. Так вот, рынок недвижимости, он всегда был, ну, неким таким, как оно правильно назвать, тихой гаванью, да, или возможностью люди, которые инвестировали в недвижимость, в деньги, да, а инвестиции это всегда о чем? Это всегда не о том, чтобы потерять деньги. То есть недвижимость должна подниматься в своей стоимости именно настолько, сколько инфляция. Если здесь инфляция 3, то расти недвижимость в годовом измерении должна где-то тоже на 3%. То есть это адекватное поведение рынка. То есть недвижимость не подешевела на протяжении 1 года, можно смело говорить, в провинции Ларнака. А для того, чтобы посчитать пассивный доход, мы можем посмотреть, что произошло или какие денежные потоки может генерировать недвижимость, которая сдается в аренду. И тогда для инвестора понятно, насколько выгодно инвестировать в недвижимость, ну, в данном случае мы говорим о жилой недвижимости, или невыгодно. И в течение какого времени вернутся инвестиции. Но об этом мы будем говорить, друзья, уже в следующих видео. Итак, мы, подведя итоги, делаем выводы, потом я обобщенно еще дам вам по провинциям, в целом по всему острову Кипр, по южной его части, что по провинции Ларнака новое жилье выросло на 1,29%, старое на 2%. Ту же самую динамику, чуть больше, мы видели в провинции Фамагуста, там где-то около 3%. Ну и провинция Никосия, там тоже где-то 3,5-4% за год выросла недвижимость. Осталось у нас еще две провинции, это провинция Пафос и провинция Лимассол. Друзья, для того, чтобы вы знали, что происходит с недвижимостью на острове Кипр, вам необходимо что сделать? Правильно подписаться на мой канал. Вы также можете лайки и дизлайки ставить видео. А еще вы должны помнить, что я ваш скромный слуга и компания Lim Consulting готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые, я надеюсь, станут для вас компасом или же картой в каменных джунглях рынка недвижимости
острова Кипр. До встречи, друзья, в следующих моих видеороликах.